Здравствуйте, Омны, с вами Анна Зверева. У нас сегодня прогноз на неделю с 11 по 17 марта. Мы посмотрим, чем эта неделька обернется. Овны, у меня шумно, и это будет долго. Поэтому я, конечно, буду пытаться там прерываться или как-то еще, потому что ремонт, сказали, целую неделю будет греметь и шуметь. Так, ну, пока тихо. Мы с вами начинаем с кубиков, которые покажут 12-й дом гороскопа. Ну, очень символично, потому что сейчас вы находитесь в 12-м доме гороскопа, потому что сейчас Солнце ваше в 12-м доме гороскопа, дом ограничений, дом ваших страхов, тайн и врагов тайных. Вообще, конечно, 12-й дом гороскопа, когда солнышко там находится, оно всегда приносит нам больше, наверное, каких-то неприятных моментов, чем приятных. То есть это тот период, когда, может быть, хочется уйти в себя, когда вам не захочется быть на людях, когда вам захочется, кому-то, может быть, захочется пойти обследование, пройти, а может быть, и в больничке полежать, да, ну, на всякий случай, чтобы было. В санаторий, может быть, кто-то захочет поехать. Я не говорю, поедет, но вот такое настроение будет. Ну и, конечно, это дом тайн, как я уже сказала. Это дом глубинной памяти. Очень символично, поэтому долго рассказываю. Вы сейчас находитесь, у вас сейчас Солнце находится в 12-м доме гороскопа. Поэтому, может быть, у вас такое внутреннее состояние не очень и хорошее, не очень веселое. Такое, может быть, не совсем предпраздничное, да, потому что скоро ваши дни начинаются рождения. Поэтому, может быть, вот вам объяснение, почему так. Знак зодиака, который вам выпадает, это знак зодиака Лев. Это может быть общение с человеком по знаку зодиака Лев. Это может быть ситуация львиного характера. Или это может быть общение с человеком с львиными характеристиками. Например, с вашим начальником, может быть, с каким-то высокопоставленным лицом. Ну, по крайней мере, по сравнению с вами. С каким-то старшим коллегой, в общем, да, или с человеком таким вот немножко, как это сказать, помягче, который любит попонтоваться, поприкалываться, пошутить. Либо же у вас будет такое настроение. Это тоже вполне возможно. Ну и самое главное, вам выпадает планета Солнце. Ну вот я говорю, что очень символично. Солнце в 12-м доме, ну уже повторяться я не буду. Да? Здесь могут быть и какие-то страхи у вас. У кого-то, кстати, могут появиться тайные связи на этот период, вот на эту неделю. И это, еще раз скажу, это вполне возможно, что так оно и будет, тем более, что астрологически так оно тоже получается. Солнце в 12-м доме. Тайные связи. Это могут быть и романтические тайные связи, то есть на стороне кто-то где-то. Или желание такое может появиться у вас. Это могут быть и неромантические тайные связи, какие-то ваши личные тайные происки, которые, может быть, вы как-то на этой неделе захотите реализовать. Так, ну ладно, я думаю, достаточно по кубикам, понятно, вокруг чего будет все крутиться на этой неделе. Давайте посмотрим, что будет происходить вокруг вас. Кипер у нас сегодня это будет рассказывать. Буду доставать карты поочередно, потому что, видите, все шумит и придется нажимать на паузу, наверное, потому что по-другому никак. Да, и вот вам опять больница, вот вам такие рассуждения, разговоры, какие-то официальные беседы, причем не факт, что вы будете в этих официальных беседах чувствовать себя комфортно, да плюс еще после этих официальных бесед можете ожидать каких-то опять-таки официальных известий, официальных сообщений. Будет, конечно, большая надежда на то, что все же как-то все уляжется, что как-то все устаканится, все как-то хорошо для вас закончится, особенно после вот таких разговоров. И вот я говорила, здесь 12-й дом гороскопа, момент уединения, начальство, да, может быть, вызовет, или, может быть, у кого-то судебные дела есть. В общем, я думаю, что суть ясна, да, что здесь придется все-таки вам решать какие-то юридические вопросы, казенные вопросы, и вам придется в этих казенных вопросах быть, к сожалению, ответчиком.
к сожалению, ответчиком. Да мало того, еще и будете ожидать каких-то сообщений из казенных инстанций, что хоть бы все хорошо закончилось, потому что переживать будете очень сильно на этот счет, нервничать будете очень сильно. Ну, карта болезни, когда выпадает, я, конечно, говорю о том, что может быть и какое-то заболевание, еще тем более, что вам тоже 12-й дом гороскопа выпадает. И тут и хронические какие-то болезни могут проявиться, или скрытые болезни, если говорить с астрологической точки зрения, тоже могут как-то проявиться на этой неделе, учитывая ситуацию, которую Кипер показал, опять-таки стрессовую ситуацию. Ничего удивительного, что после стрессовой ситуации вот так немножко здоровье может подшатать у вас. Стрессовая ситуация может подшатать здоровье, это тоже имейте в виду. Но и карта болезни, которая вам выпала, да, она может говорить о том, что просто будет ваша надежда на то, что все-таки ситуация улучшится, что вот эти казенные разборки, эти казенные моменты, они не навсегда пришли, и хочется верить, или вам будет вериться, что как бы все будет хорошо и хорошо закончится. Давайте посмотрим, на что вам надеяться на этой неделе. Надейтесь. Ух ты! Я не буду больше здесь доставать карту, потому что выпадает вам джекпот. Надейтесь на получение хороших новостей. Они все же будут хорошими. Вот эти казенные штуки, эти казенные разборки, эти, может быть, какие-то и неприятная переписка с какими-то официальными инстанциями, источниками, действительно пойдет ситуация на поправку. Ждите хороших новостей. Вам выпадает джекпот. Надейтесь на этой неделе на свой джекпот. Что такое джекпот? Это может быть реальная игра, но опять-таки помните, что у нас общий расклад. Это первое. И джекпот у кого-то может быть, это и романтические истории, деловые вопросы какие-то, которые у вас позакрываются, и еще любые другие моменты, которые у вас произойдут на этой неделе, причем самым замечательным, самым выигрышным для вас образом. Поэтому давайте уже настраивайтесь на ваши дни рождения, настраивайтесь на то, что с наступлением вашего ворота колеса жизни, конечно же, и удача вам пойдет. На что вам не надеяться на этой неделе? Ну, хорошие карты на это выпали в каком-то смысле, да, потому что не нужно надеяться на то, что вас подвоха не ждите, что будет какой-то неприятный сюрприз, что что-то плохо пойдет, что что-то не туда свернет. Ну, в общем, да, вот не нужно как бы усугублять ситуацию, тем более, что будут у вас тут вопросы такие спорные на этой неделе, которые хотите, не хотите, вам придется решать, ими придется заниматься, и не нужно еще ничего не нагнетать. У вас помните, что вам выпадает джекпот на этой неделе. Вот его ловите, на это настраивайтесь, хорошие новости вам идут, удача большая вам идет. Вот на это настраивайтесь. Здесь речь идет о том, что вы переживать будете, что кто-то вас обманет в вашей удаче. Кто-то вас может обмануть, вот что что-то плохое такое, ну не сбудется, что-то хорошее у вас. Не нужно об этом думать, потому что здесь у нас карты говорят о том, что все будет хорошо. Еще раз напомню, акцентируйте свое внимание, переместите фокус внимания вот как раз на этот самый джекпот, а не на вот эту ерунду, да, которая, вот я про эту ерунду говорю, которая будет вас занимать и заботить на этой неделе, да, потому что будут неприятные моменты, где-то там выпадет джекпот, но все же переживания останутся, а вдруг это временное явление, а вдруг ничего не получится, а вдруг все будет плохо. Мы посмотрим, что будет на этой неделе очень важным для вас, на что обратить внимание. Возникнет вопрос на этой неделе, с решением которого вам необходимо будет подождать. Но здесь двоякий момент, потому что когда у нас дама ожидающая выпадает, я всегда говорю, что общий расклад, поэтому может быть так, а может быть чуть-чуть по-другому.
Значит, смотрите, вот возникнет вопрос, на решение которого, финансовый вопрос, вам необходимо будет подождать. Это будет касаться встречи с каким-то знатным мужчиной или знатным человеком, или властным человеком. Вот человеком по знаку зодиака Лев, например, да, или характеристики Льва. То есть не зацикливайтесь конкретно на знаке зодиака, характеристики львиные такие. Человек с деньгами, человек знает, что хочет от жизни, человек, ну, у которого, можно сказать, имеется власть, ну, по крайней мере, по сравнению с вами, да. Например, тот же банк, если вы кредит хотите взять, или что-то еще такое. Вот я бы сказала, что это напоминает мне протеже какой-то, который у вас может состояться на этой неделе. И вот кому-то из вас необходимо будет подождать встречи с этим человеком. Но те, кто уже занимался подобным вопросом, возможно, на этой неделе вы встретитесь с этим человеком. Опять-таки, вот здрасте, поехали. Опять-таки, здесь зависит от того, что вы вкладывали, как вы вкладывались на предыдущих периодах. Поэтому кому-то придется подождать, а кто-то, возможно, уже и дождется вот этой самой долгожданной встречи, которая наверняка решит какие-то ваши финансовые, либо другие важные вопросы. Так, ну что, Овны, цей дощ надолго, я так понимаю, поэтому давайте я буду просто немножко громче говорить, я постараюсь приглушить этот шум в редакторе, не знаю, как получится. Так, последний момент, который мы с вами смотрим, чем же все это дело все же обернется? Чем вся эта недельная история ваша, в том числе и с джекпотом, закончится? Откроются новые возможности, новые знакомства, новые шансы для тех, кого интересовал вопрос такой более глобальный. У кого-то это может коснуться или каким-то образом задеть вопросы детства, материнства, материнский капитал, беременности и так далее, или конкретно ребенка, если у вас уже есть дети или ребенок. То есть вопросы ребенка встанут остро из-за этого на этой неделе, либо перед вами открываются новые возможности, новые шансы, новые, так сказать, дороги открываются. Давайте посмотрим, что еще. Кого-то ожидает дорога на этой неделе. Здесь, смотрите, дорога может быть как ментальной. Ментальная перестройка. Получили джекпот, и сразу раз уже вы на вершине своей личной славы. Так и дорога у кого-то может быть реальная. То есть куда-то поедете, в гости, в командировку или в какое-то другое место. Да, вот эта вся история обернется дорогой. Может быть, кто-то про эмиграцию думал. И в этом случае, я думаю, что понятно, да, решится вопрос, связанный с дорогой. Еще раз скажу, дорога может быть как ментальной, так и реальной. Про повышение кто-то, может быть, думает и так далее. И еще один момент у нас есть, да, не будет необходимость. Вот после общения с этим человеком, после получения этого самого джекпота, все же у вас появится необходимость встреч еще дополнительных. Вот особенно те, кто, может быть, что-то продает, там квартиры или какие-то крупные продажи кто-то там намечает. Вот имейте в виду, что вполне возможно придется вам вот еще с кем-то встречаться. Но у кого-то из вас может быть момент возвращения из прошлого какой-то определенной ситуации, стабильности из прошлого, что тоже, ну, я так понимаю, очень даже неплохо. А вообще стабильности нам очень долго еще будет не хватать в жизни, даже не 1 год. Так, ну ладно, давайте посмотрим. Сейчас очень коротко, начало, середина, конец недели. Это мы посмотрим на Кипере. Начало недели. Мужчина, встречи, какие-то встречи, разговоры, переговоры, скорее всего, делового порядка. Вряд ли здесь речь будет идти на этой неделе про любовь или про отношения. Вот, кстати, я ничего такого не увидела по этому раскладу. Может быть, просто это вообще будет неважным для вас. Может ли для женщин этот мужчина обозначать романтическую встречу? Да, теоретически может. Может. Но все же эта карта говорит о встрече просто с человеком, который настроен в отношении вас очень даже положительно. Середина недели. Пойдете к своей цели, не останавливаясь и не оглядываясь, очень будете четко чувствовать и понимать свою выгоду в середине недели. Ну и неудивительно, потому что и джекпот-то вам выпадает, да, тоже понятное дело, что кто ж такую выгоду-то пропустит и оставит.
И конец недели звезды вам идут, которые тоже идут в подтверждении и в подкреплении, может быть, того джекпота, который вам выпал. Что такое у нас звезды? Это символ счастья, это символ очень большой, практически, я бы сказала, такой грандиозной удачи, которая вас ожидает в конце недели. Еще звезда, конечно же, может говорить о том, что в конце недели вас ждет, кроме удачи, исполнение какой-то важной для вас мечты. И карта звезда, конечно же, может говорить еще и о том, что у вас заканчивается череда неприятностей, неудач и прочих каких-то таких вот сложных моментов в жизни. Замечательные, прекрасные овны, у меня все для вас на эту неделю. Я желаю вам отличной недели. Храни вас Бог и до скорых встреч.